Когда сзади к нему подошла львица, Джордж удивился. Он был в саванне и делал фотографии для своего документального фильма. Он заметил, что львица не проявляет агрессии по отношению к нему и что она, похоже, нуждается в помощи. Он принял решение последовать за ней. Потом он заметил это. Когда Джордж увидел льва вдалеке, он не мог поверить своим глазам. Это выглядело странно. Его живот был полностью раздут. Джордж немедленно набрал номер местного ветеринара, который понятия не имел, что она видела. Это был первый раз, когда она видела что-то подобное. Она оперативно связалась с полицейскими после проведения УЗИ. Животный мир огромен и содержит огромное разнообразие. Нет двух одинаковых животных с точки зрения размера, формы, цвета, поведения и экологии. Именно это разнообразие делает животный мир таким удивительным и увлекательным для изучения. Некоторые из наиболее уникальных животных в животном мире включают утконоса, кенгуру и калу. Австралийские животные отличаются от животных, обитающих в других частях мира, несколькими особенностями. Австралийские животные менее хладнокровны и имеют более длительный период беременности, чем животные, обитающие в более холодном климате. Когда ветеринар вызвал полицейских, ей пообещали, что они будут в пути прямо сейчас. Этому льву требовалось нечто большее, чем просто помощь ветеринара. Льву потребовалась операция, потому что в его желудке происходило что-то необычное. Это может быть даже вопросом жизни и смерти. Когда прибыли полицейские, они помогли ветеринару успокоить почти безжизненного огромного льва. Полицейские, однако, не только оказали помощь ветеринару, но и пришли на помощь леснику. «Сэр, нам необходимо ваше присутствие. Это очень важно». Джордж был ошеломлен. Что с ним пошло не так? Джорджу был задан ряд вопросов о нем самом, а также о льве. Будучи лесником, он уже много лет следит за безопасностью животных. Он услышал недоверие из операционной, когда закончил отвечать на все вопросы. Ветеринар сказал: «Я не могу в это поверить». Но что же обнаружил ветеринар внутри льва, что так поразило ее? Будучи лесником, Джордж изучал львов в этом районе около года. Он отвечает за то, чтобы держать животных подальше от опасности. В последнее время в заповеднике были обнаружены браконьеры и другие гнусные личности, что осложняет ситуацию. Обеспечение безопасности всех животных было долгим и трудным делом для Джорджа и других рейнджеров. Из-за нехватки рабочей силы и постоянной опасности саванны для всех участников, комбинация была чрезвычайно сложной. Их босс продолжает усиливать давление на рейнджеров, но они не в состоянии справиться с ситуацией. Многие посторонние тоже заметили это и воспользовались этим. В результате все становится еще более рискованным. Однажды, когда Джордж был в своем очередном туре, он заметил, что где-то вдалеке что-то огромное. Он предположил, что просто переутомился и поначалу что-то видел. Но когда он подошел ближе, его челюсть раскрылась. Как это возможно? Джордж был настолько потрясен увиденным, что сделал шаг назад. Сначала он не решался подойти к льву, потому что не был уверен в его реакции. Джордж почувствовал себя обязанным немедленно помочь животному. Что-то явно было не так. Это был самый большой лев, которого Джордж когда-либо видел, и он узнал его. Это был альфа-самец местной львиной стаи. Лев, с другой стороны, не казался ему опасным. Он был напыщенным, так как его живот был полностью раздут. Казалось, что от Джорджа потребуется помощь. Джордж начал приближаться ко льву, сначала немного испугавшись, но его любовь к животным была сильнее. Ему нужно было понять, что происходит. Он не мог просто отпустить льва. Он решил заручиться помощью других рейнджеров. Когда Джордж разговаривал со своим начальником, у него не было никаких сомнений в том, что нужно срочно что-то делать. Им нужно было защитить животное от того, что вызывало отек живота. У Джорджа не было другого выбора, кроме как действовать быстро. Когда на подходе было еще больше рейнджеров, Джордж начал осторожно приближаться ко льву. Он понятия не имел, как лев отреагирует на Джорджа, потому что львы
гордое животное. Затем он повернулся к Джорджу, и на мгновение сердце Джорджа упало. Неужели на него нападет лев? Другие рейнджеры закричали «назад». Они предупредили Джорджа, что лев может жестоко отреагировать в этой ситуации, потому что он пытается защитить себя. В результате рейнджеры придумали новый подход. Рейнджеры решили, что им нужно позвонить по телефону, и попытались связаться с ближайшим ветеринаром. Рейнджер, который позвонил ветеринару, неожиданно отреагировал, когда звонок закончился. По словам ветеринара, рейнджеры должны уйти из непосредственной близости от льва, иначе он нападет на них. Прежде чем угрожать льву, он попросил рейнджеров сделать одну вещь. Его следует усыпить, чтобы они могли рассмотреть его более внимательно. Джордж и рейнджеры позаботились о том, чтобы ветеринар мог безопасно подойти к этому месту. Джордж решил усыпить льва самостоятельно. Он обнаружил это, поэтому он позаботится о том, чтобы все прошло гладко, насколько это возможно. Рейнджерам повезло в том, что лев вскоре был усыплен и, казалось, не сопротивлялся им. Поскольку лев не проявлял никаких признаков сопротивления или желания причинить вред рейнджерам, вполне возможно, что он действительно хотел, чтобы ему помогли. Теперь рейнджеры могли точно видеть, где на теле находится выпуклость льва. Джордж связался с ветеринаром, которого все еще не было, чтобы сообщить ей об их открытии. Рейнджерам любопытно, что им придется делать дальше, но когда ветеринар слышит, где находится выпуклость, их тон меняется. Выпуклость была размещена в очень специфическом месте на теле льва, ближе к началу желудка, что указывает на то, что она не могла войти в тело льва. Что, с другой стороны, может быть внутри этого льва? Лев явно проглотил что-то, чего не должен был проглотить, что потребовало бы срочной операции, чтобы выжить. Права на ошибку не было. Рейнджеры, с другой стороны, были в тупике. Поэтому они пошли к ветеринару и спросили ее, что им делать. Неужели она здесь в самый последний момент? Стоит ли приводить к ней льва? Они надеялись, что это будет первый выбор. Тем не менее, добраться до места рейнджера было проблемой для ветеринара, так как она понятия не имела, где находятся рейнджеры и сотрудники. Кроме того, это был час пик, поэтому она, скорее всего, попадет в пробку, но ей нужно было добраться туда как можно скорее, чтобы обеспечить жизнь льву. Один из рейнджеров предложил ее отвезти. Однако это заняло бы слишком много времени. Тем не менее, люди в штабе рейнджеров все еще точно знали, где находятся рейнджеры и как туда добраться. В итоге ветеринар решил посетить штаб. Описав проблему, менеджер согласился помочь ей, и они планировали пересечь саванну на своем джипе повышенной проходимости, что никогда не бывает легко. Ветеринар катается на американских горках. В общей сложности поездка занимает около 3 часов. Ветеринар много раз размышлял о том, стоит ли жизнь этого льва того, чтобы тратить на него целый день плюс лишний. Другие существа, попавшие в беду, также могли нуждаться в ее помощи. Рейнджеры в этом месте были одинаково расстроены временем, когда им пришлось ждать ветеринара. Их страх стал реальностью. Действие львиного транквилизатора закончилось, и он не собирался оставаться на своем нынешнем месте. Он ждал достаточно долго и теперь снова пытался сдвинуться с места. Рейнджеры не знали, что делать дальше. Некоторые рейнджеры предпочитали просто отпустить его, потому что это означало, что они наконец-то смогут вернуться домой. Почему они так беспокоились о льве в самом начале? Это было просто животное, которое проглотило что-то, чего там не должно было быть. Группа не могла ни о чем договориться. Другие приняли слова ветеринара близко к сердцу и поняли, что освобождение льва, вероятно, приведет к его смерти. К счастью для льва и этого ветеринара, эта группа составляла подавляющее большинство. Поскольку лев все еще двигался медленно, рейнджеры смогли использовать свои джипы, чтобы преградить ему путь обратно в саванну. Они не смогли снова дать животное успокоительное, так как они израсходовали все свои успокоительные. Тем не менее, у ветеринара была с собой доза. Но им пришлось подождать ее. Они не могли полностью окружить льва,
поэтому им приходилось продолжать движение, чтобы преградить ему путь. Животное это явно раздражало, и рейнджерам нужно было быть осторожными. Рейнджеры начинают беспокоиться. Является ли это правильным курсом действий? Даже если бы он был не в отличной форме, лев такого размера мог бы легко убить одного из них, если бы попал в его руки. Рейнджеры поняли, что должны полагаться друг на друга. Это стало совместным усилием, в котором участвовали даже те, кто хотел отпустить льва. Когда пришел ветеринар, лев все еще лежал на том же месте, где его держали рейнджеры. Однако стало ясно, что так будет недолго, так как лев стал крайне враждебным. Рейнджеры даже не хотели оставлять свои джипы, которые они припарковали там, чтобы удержать льва на месте. Но лев тут же бросился за рейнджерами, которые остались в своих джипах. Многие рейнджеры уже имели близкие встречи со львом, но беспокойство за льва достигло небывало высокого уровня. Не желая пострадать, некоторые рейнджеры отодвинули свои джипы подальше от льва. Ветеринару нужно было немедленно действовать, потому что она поняла, что у нее есть шанс только в том случае, если она сможет быстро успокоить льва. Тем не менее, усыпление льва было сопряжено с некоторыми рисками. Учитывая состояние льва, всегда была вероятность, что он не проснется. Доктор, однако, был уверен, что он выживет после лечения, после того, как увидел, что он активно пытается напасть на рейнджеров. Единственным вариантом было использовать транквилизаторы, чтобы приблизиться к льву. Ветеринар дождался, когда львиная голова повернется в противоположную сторону. Затем она медленно приблизилась к льву, прежде чем ввести успокоительное в нижнюю часть тела животного. Они должны были подождать, пока лев полностью успокоится, прежде чем продолжить. В течение следующих нескольких минут он замедлился, и ветеринар смог ввести льву еще пару успокоительных, которые требовались льву такого размера. Через некоторое время лев полностью исчез. Из-за истощения некоторые рейнджеры падали на колени, и их сердечный ритм постепенно приходил в норму. Они уже несколько раз были близки к смерти, поэтому они почувствовали облегчение от того, что остались живы. Теперь ветеринар мог сосредоточиться на большой выпуклости льва, что и было причиной, по которой она приехала в первую очередь. Она достает свой хирургический набор из огромного автомобиля в штаб-квартире рейнджеров и готовит его к работе. Она приняла решение сначала провести УЗИ. У нее были подозрения по поводу странного происходящего. Сообщается, что полицейские уже направлялись на место происшествия, чтобы помочь с процедурой. Во-первых, Джордж должен был ответить на несколько вопросов, но почему именно он? Пощупав тело льва, ветеринар может быстро подтвердить свои опасения о том, что объект застрял у входа в желудок льва. Предмет, застрявший в теле льва, был чем-то, что он проглотил и что пищеварительная система не могла расщепить. Ветеринар мог сделать только одну вещь. В этот момент ничего не остается, чтобы аккуратно разрезать льва и извлечь предмет. Тем не менее, операция никогда не обходится без риска, особенно если она проводится посреди саванны. Однако другого выбора нет. Ветеринар разрезает льва вместе с выпуклостью с предельной точностью и осторожностью, и после прохождения через кожу мышцы и пищевод источника отека в конечном итоге раскрывает совсем. Но это не то, на что они надеялись. Отек был вызван кусочком мяса, который лев не переварил должным образом. Внутри плоти было обнаружено что-то странное, что поначалу озадачило ветеринара, и это стало причиной, по которой Джорджу пришлось ответить полиции. Внутри мяса мелькнуло мерцание. В теле застрял маленький микрочип, и Джордж сообщил полицейским, что у него есть представление о том, что это такое. Он начал с рассказа о своем недавнем общении с некоторыми сомнительными личностями в регионе. Недавно Джордж поймал браконьеров и захватил устройство, которое они несли. Он бросился к своему пикапу и передал устройство властям. Один из полицейских сразу же узнал гаджет, так как ранее они поймали кого-то другого с устройством, которое было почти идентичным. Эта система может быть использована для отслеживания микрочипа, что позволит браконьерам легко найти льва, не привлекая внимания рейнджеров. Это была недавно примененная стратегия.
Из-за того, что мясо, которое они использовали, не могло быть переварено львом, оно застряло. Ветеринар сразу же приступает к зашиванию льва после удаления скола. Пока она это делает, она проверяет, нет ли у льва каких-либо других проблем. Но поскольку он, казалось, был в добром здравии, она верила, что он вернется в форму в кратчайшие сроки. Льву требуется пара минут, чтобы проснуться. Сначала он кажется сбитым с толку и озадаченным. Однако через некоторое время она начинает отходить гораздо быстрее, чем до операции. После того, как лев вернулся в саванну, ветеринару предстояло выполнить еще одну задачу. Она похвалила рейнджеров за их героические усилия по защите льва и себя. После этого она вернулась в город, где ее ждали новые пациенты. Ветеринар сделал последнее, чтобы убедиться, что со львом все в порядке. Она позаботилась о том, чтобы Джордж держал ее в курсе деятельности льва и присматривал за ним. Ответственных браконьеров задержала полиция. Они смогли задержать. В то же время, если вы не знаете, как это сделать, вы можете, животные снова будут в безопасности.